Здравствуйте! Добро пожаловать на очередной впуск на моем канале. Сегодня я имею удовольствие взять интервью у профессора Игоря Юшкова из финансового университета при правительстве Российской Федерации и члена Российского совета по международным делам, аналитического центра, объединившего дипломатов и ученых и созданного в 2010 году. Он регулярно фигурирует в российских СМИ и играет очень важную роль в понимании того, как Россия воспринимает свою текущую экономическую ситуацию. Как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние российской экономики? Ну, российская экономика находится в гораздо более хорошем состоянии, чем ожидалось еще весной и даже летом. Тогда была действительно паника в России и у многих должностных лиц, и у населения, в общем-то, все беспокоились, что будет очень скорый крах российской экономики, что будет нестабильность. Но, тем не менее, финансовым институтам удалось стабилизировать ситуацию. Существенно снизилась инфляция по сравнению с тем, что было в марте. Если в марте инфляция была около 20%, то к настоящему времени она снижается и по итогам года будет около 12%. Обрушение российского ВВП не произошло, внутреннего валового продукта. Мы видим, что снижение гораздо лучше происходит, чем предполагалось. То есть изначально прогнозировалось, что российское ВВП снизится на 11%. Сейчас мы видим снижение меньше, чем на 3%. И можно сказать, что некий первый период шока российская экономика выстояла. И сейчас ситуация стабильна. И, наверное, основной вывод, который мы можем сделать, то, что в краткосрочной перспективе российская экономика пострадала не так сильно. И глубина падения российской экономики небольшая, но если раньше ожидалось, что российская экономика будет падать довольно глубоко, но быстро восстанавливаться, то теперь мы видим, что она упала не глубоко, но при этом период кризиса в экономике, он становится больше, он растягивается на несколько лет. И переход к росту внутреннего валового продукта, ВВП, он ожидается теперь не в 2023 году, а только, возможно, там, в 2024 или в 2025 годах. То есть кризис растягивается во времени, но при этом он стал не такой сильный. Поэтому сейчас все, в общем-то, стабильно. И российская валюта себя чувствует довольно хорошо, и, соответственно, в целом предприятия никакие не закрываются. Постепенно снизилась ставка Центрального банка, то есть кредит все дешевеет, это помогает экономике переходить в стадию развития. То есть, можно сказать, такой главный шок уже пройден был еще весной. Недавно я прочитал несколько мнений людей, которые не ждали укрепления рубля в 2023 году. Некоторые даже говорили, что укрепление рубля нежелательно. Как вы думаете, какой будет динамика рубля в следующем году? Почему? Укрепление рубля стало действительно неожиданностью для многих в России, потому что изначально на любые шоки в экономике рубль у нас реагирует падением, и это всегда было так. И в 2022 году тоже рубль весной существенно снизился, и курс был вплоть до 120 рублей за $1 США. Но в основном это было вызвано такой паникой населения, потому что все стали сразу скупать рубли, стали скупать доллары как раз. Вот. И поэтому доллар вызвал его укрепление.
Но постепенно ситуация поменялась в совершенно обратную сторону. И здесь уже макроэкономические факторы сказались. Дело в том, что санкции, которые были возложены на Россию, они ограничили импорт в Россию каких-то товаров. То есть российская экономика выстраивалась всегда традиционно так. Мы продаем сырьевые товары, нефть, газ, уголь, металлы, множество там, продовольствия, продукты питания. Мы все это вывозим и продаем это за валюту, за доллары, евро обычно. Соответственно, доллары и евро в большом количестве приходят в Россию. Потом на внутреннем рынке эти доллары и евро покупают компании, которые с ними идут в другие страны, и на эти деньги приобретают там какие-то товары. Технику бытовую, микроэлектронику, любые потребительские товары. Вот смартфоны, компьютеры, то есть такие вещи. Вот. А в 2022 году возможность взять доллары и евро в России, вот как раз у компаний-экспортеров их покупить на бирже и пойти с этими деньгами и ввести в Россию товары, вот эта возможность ограничена. То есть в Россию приходит гораздо меньше товаров конечного потребления, чем раньше. Получается, что доллары и евро в Россию заходят, их очень много, а одевать их некуда. Мы не можем их потратить. И поэтому спрос на доллары и евро в России снижается, поэтому и курс их снизился. И с одной стороны это хорошо, потому что импортные товары зарубежные в России на внутреннем рынке стоят дешевле. Но для бюджета это проблема, потому что мы продаем нефть, например, в долларах, но бюджет верстаем в рублях, и чем более слабый рубль, тем больше доходов в рублевом выражении у бюджета, у государства. Поэтому сейчас, в общем-то, Министерство финансов и Центральный банк, они заинтересованы в том, чтобы рубль все-таки ослаб по отношению к доллару. И курс был примерно где-то около 70-75 рублей за 1 доллар США. Это позволит, в общем-то, увеличить доходы бюджета в рублевом выражении. В 2023 году Россия рассчитывает на то, что наладит больше импорта, то есть сможет больше покупать импортных товаров, появится окно для того, чтобы вывозить из страны валюту, доллары, евро, ну или другие какие-то валюты, и, соответственно, тогда рубль ослабеет и придет примерно в тот курс, который прогнозировался, 70-75 рублей за доллар. Это при условии, если мы нормализуем объем импорта в страну готовых товаров из других стран. Почему за последние несколько лет Россия приобрела огромное количество золота? Нарастающая конфронтация, конфликт с Западом, с Европой и Соединенными Штатами, они, в общем-то, порождали такую защитную стратегию в финансовой сфере. И деньги, которые у России появлялись, а у нас был профицитный бюджет всегда, то есть доходы были больше, чем расходы бюджета. И мы это складывали в резервные фонды, формировали золотовалютную корзину. И на эти деньги, которые в Россию поступали, можно было их хранить разными способами. Покупать долговые бумаги западных стран, например, там, Соединенных Штатов, европейских стран, облигации, и в том числе драгоценные металлы, то же самое золото. И по мере того, как мы все меньше, российское руководство все меньше доверяло Западу, тем больше денег вкладывалось именно в драгоценные металлы. Я думаю, что во многом такой политический фактор объяснял вот этот перекос. Но тем не менее, у России было порядка 600 миллиардов долларов золотовалютных резервов, и 300 из них, даже чуть больше 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов государственных, они оказались заблокированы в Европе и Соединенных Штатах после начала этого конфликта, после 24 февраля, после первой волны санкций. Поэтому говорить о том, что российское руководство финансового блока, там, Центрального банка, Министерство финансов знало о внешнеполитических планах, я бы не стал. То есть я думаю, что если бы они знали это, то они продали бы облигации американские
валюту и не держали бы там, в странах Запада, российские золотовалютные резервы. Это показывает, что перечень людей, которые знали о проведении специальной военной операции, было ограничено. И поэтому Россия вот в финансовой сфере так пострадала. В начале спецоперации Запад принял санкционный пакет против России. Несколько иностранных компаний начали прекращать деятельность в России. Некоторые западные экономисты и политические деятели утверждали, что ВВП России сократится более чем на 11%. Действительно, речь шла даже о скором банкротстве российской экономики. Какова ваша нынешняя оценка этого? Действительно, в марте 2022 года многие считали, что российская экономика обрушится из-за санкций через буквально несколько недель после введения первых крупных санкционных пакетов. Но этого не произошло. Я думаю, что ключевую роль сыграл тот факт, что те товары, которые Россия экспортирует на мировой рынок, поставляет, они находятся в дефиците. И просто отказаться от российских товаров, не пострадав очень сильно самому, коллективный Запад не мог. Плюс нет единства по вопросу санкционного давления на Россию всего мирового сообщества. То есть на Россию давят только западные страны. Соответственно, Соединенные Штаты, Канада, Евросоюз, Япония. Но есть огромные рынки сбыта, которые не присоединились к санкциям против России. Китай, Индия, Пакистан, Юго-Восточная Азия, Турция. Они все продолжают торговать, то есть Россия не оказалась заблокирована на своем рынке. И более того, очень быстро стало понятно, что когда против России вводят эмбарго, то товар, который Россия не может вывести на международный рынок, не может экспортировать, цены на него сразу растут. Очень хороший пример – это нефть. Соединенные Штаты в марте полный эмбарго на поставку к себе российской нефти, угля, газа. И европейские компании тоже боялись в марте, в апреле покупать объемы российской нефти. И Россия столкнулась с тем, что ей нужно было срочно, быстро искать новые рынки сбыта для нефти. И все объемы, которые раньше шли в Соединенные Штаты и в Европу, Россия сразу же пристроить на других рынках в Азии не смогла. И мы сократили экспорт. От этого дефицит на мировом рынке стал больше, и цены пошли вверх. И вот как раз в конце весны, в начале нефть, это как раз показывает, что и так на рынке дефицит, но к этому добавляют и сокращение, что страны Запада признали, что не могут контролировать ее. Именно если Россия вообще не будет получать денег, тогда ее экономика рухнет. А через несколько месяцев, там, к июню, например, большая часть тех товаров, которые шли в Соединенные Штаты, нефть, газ, уголь, они были перенаправлены на азиатские рынки, прежде всего в Индию. В прошлом году, в 2021, Индия не входила даже в десятку покупателей российской нефти, а Россия для Индии тоже не входила в 10 поставщиков. То есть 1% только потребляемой в Индии нефти приходил из России. Сегодня Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, которая перевозится по морю. А Россия для Индии стала номером 1 в объемах поставки. Мы обогнали Саудовскую Аравию, обогнали Ирак. Вот так перестроились эти рынки. Поэтому российскую экономику во многом спасло то, что все те товары, которые мы поставляем на мировой рынок, везде на этих рынках есть дефицит. Дефицит нефти, угля, металла, продовольствия,
там, продуктов питания и множество других. И в этом плане, наверное, западный мир столкнулся с тем, что все-таки был определенный миф в отношении российской экономики, неправильное представление, что Россия это там буквально 1% мирового ВВП, и если его убрать, ничего не изменится. Вот оказалось, что это не так. Даже для России, в общем-то, это тоже был сюрприз, хотя и приятный сюрприз, что нас нельзя вычеркнуть из мировой экономики, и мы, как и любая другая страна, просто занимаем свою нишу в глобальном распределении труда, глобальном разделении труда. Вот кто-то производит товары, электронику, кто-то производит сырьевые товары. И причем сырьевой товар, нефть, газ, уголь, еда, это базис в таком фундаменте экономики. Если убрать его, то множество других отраслей может погрузиться в кризис. Как России удается сдерживать удары санкций в условиях, стремящиеся к глобальной экономике? Россия пользуется тем, что санкции против нее вводят не все страны, не глобальное сообщество, а только страны, которые мы относим к коллективному Западу. То есть Евросоюз в основном, Великобритания, Канада, Соединенные Штаты, Япония. Япония хоть и в Азии, но мы ее политически можем отнести скорее к Западу. И Россия просто начинает торговать с теми странами, которые считает дружественными. Это Индия, Китай, Турция. И российские товары уходят на эти рынки, причем эти рынки огромны. Вот по особенно энергоносителям, по нефти, газу и углю мы меняемся рынками сбыта с другими производителями. Например, с 10 августа нельзя поставлять российский уголь в страны Европейского Союза. Мы отправляем этот уголь в Индию, Китай, опять же, ту же самую Турцию, Юго-Восточную Азию, а в Европу вместо нас, на те доли, которые раньше Россия занимала, приходит уголь из Соединенных Штатов, ЮАР, Австралия, Колумбия, то есть отдаленные поставщики. Раньше эти поставщики направляли его в Азию. Теперь мы поставляем в Азию, а они переходят в Европу. То же самое произошло с нефтью с 5 декабря. Мы уходим на азиатские рынки. Те, кто был на азиатских рынках, это ближневосточные производители. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, африканские производители, Ангола. Они все переходят на европейский рынок. То есть мы меняемся рынками сбыта. И получается, что мы сохраняем экспорт, то есть доходы, и через эти же страны мы выстраиваем закупку разных товаров, которые нужны России, с глобального рынка. Например, очень много товаров идет через Турцию. Много товаров либо производится в Китае, либо идет через Китай. И в этом плане это в России называют параллельным импортом. Если раньше нужно было напрямую из Европы везти какой-то товар, то теперь это можно сделать сначала в Турцию, потом в Россию или из Европы в Среднюю Азию и оттуда уже в Россию. То есть мы пользуемся глобализированностью торговли во всем мире. В марте Ursula von der Leyen, президент Европейской комиссии, заявила, что экспорт товаров из ЕС в Россию сократился на 70%, и что российская экономика в конечном итоге объявит о банкротстве. На прошлой неделе я прочитал исследование РИА Новости, которое показало, что уже в августе Кипр, Венгрия, Бельгия, Германия и Литва значительно увеличили экспорт в Россию. Также в августе Польша, одно из наиболее враждебно настроенных по отношению к России государств, стала третьим по величине экспортером из Европейского Союза в Россию.
А с точки зрения импорта больше все увеличили импорт российской продукции Германия, Португалия и Латвия. Чем это можно объяснить? Я думаю, что, во-первых, в марте все еще была такая стратегия Европы и Соединенных Штатов по некому блицкригу экономическому в отношении России, что нужно ввести резко много жестких санкций, и тогда российская экономика обрушится. Когда стало понятно, что этого не произойдет, примерно к маю, наверное, июню 2022 года, Европа изменила свою стратегию. Они признали, что с Россией нужно сотрудничать. И плюс в марте было ощущение у европейских лидеров в том, что зависимость от российских поставок самих европейских стран значительно меньше, что можно поменять российские товары на товары других производителей. Тот же самый газ можно вот закупать в виде сжиженного природного газа, LNG, в Соединенных Штатах, например. Но со временем стало понятно, что санкции, которые вводятся против России, они для самих стран, которые вводят эти санкции, инициаторов, тоже болезненны, тоже создают большие проблемы. И предложение тех товаров, которые производит Россия на мировом рынке, оно ограничено. И к тому же важным фактором было то, что в марте особенно очень была эмоциональная реакция. То есть граждане Европы в Соединенных Штатах, американские граждане, они требовали от политиков каких-то решительных действий, давления на Россию, чтобы Россия прекратила нынешний курс внешней политики. И политики поддавались этому давлению и тоже говорили: смотрите, мы вводим жесткие санкции против России. Вот сейчас российская экономика обрушится, и очень много эмоций было, которые в том числе влияли на политику государств и Евросоюза в целом. Но где-то в мае, соответственно, эти эмоции закончились, и, по крайней мере, стали тише. Стало понятно, что ущерб европейской экономики от санкционного давления и от попытки полного разрыва отношений с Россией, он огромен. И поэтому, да, действительно, и сейчас, в общем-то, например, Польша, которую вы упомянули, она до сих пор покупает российскую нефть по нефтепроводу «Дружба», потому что санкции, запрещающие импорт нефти из России, распространяются только на танкеры, на морские перевозки. А по трубе продолжать можно дальше покупать российскую нефть, и Польша это делает. Поэтому в этом плане стало понятно, что конфликт надолго, и нужно думать о том, как будет функционировать экономика на протяжении лет. И быстро отказаться от сотрудничества с Россией без существенного удара по своей экономике европейские страны не могут. Хорошо, хорошо. Как Россия может хранить доход от экспорта энергоносителей в Европейского Союза, когда Европейский Союз отключает российский газ и нефть? Мы уже не продаем в Европейский Союз уголь. С 5 декабря введено эмбарго на покупку российской нефти, которая перевозится морским транспортом. Остались поставки только по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию, Чехию, Словакию. Через Венгрию проходит нефть еще в Сербию. И по северной ветке нефтепроводов в Польшу и в Германию. Но Польша и Германия заявили, что на национальном уровне откажутся от закупок по нефтепроводу «Дружба» с 2023 года. То есть остается фактически только торговля газом. Здесь запретов на покупку российского газа в Евросоюзе нет. Но поставки на протяжении 2022 года постепенно снижались из-за того, что на каждом из газопроводов были свои проблемы. Например, Польша национализировала долю «Газпрома» в компании оператора польского участка газопровода «Ямал-Европа», компании «Европол», и Россия в ответ ввела санкции против этой компании «Европол». С ней нельзя вести никаких экономических отношений, поэтому «Газпром» не может заказать услугу по транспортировке газа в Германию. «Северный поток-1»
с лета он сокращал объемы поставки газа в Германию, потому что немецкая компания Siemens не забирала турбины, которые создают давление в трубе, на ремонт. И 3 сентября «Северный поток» окончательно остановился. А потом, в конце сентября, он был взорван. Соответственно, даже без взрыва он не работал. То есть взорван был уже простаивающий газопровод. И Украина, она в начале сентября остановила один из 2 маршрутов прокачки газа. Северный маршрут продолжает работать, но там меньше 50% от изначального объема прокачки идет. Более южный маршрут «Газпром» каждый день подает заявку, чтобы его использовать, и каждый день Украина отказывает в этом маршруте, потому что теперь он проходит по территории, которая Российская Федерация считает теперь новым субъектом своей страны, вот, через Луганскую область. Вот. Украина, несмотря на то, что повреждена, дальше она попадает на территорию подконтрольную Киеву, они отказываются ее использовать, поэтому транзит упал примерно 60%. Остается в нормальном режиме только один газопровод, это турецкий поток. Но он доходит только до Венгрии, он снабжает балканские страны, Греция, Румыния, Северная Македония и Венгрия. Ну вот фактически все. Поэтому существенно упали. У нас была доля в европейском газовом балансе около 34%, сейчас около 8%. То есть в годовом выражении мы поставляем теперь только около 25 миллиардов кубов. Вот будет, видимо, в 2023 году. А в прошлом году, в 2021, было 150. Поэтому, конечно, существенно доля упала. Но, опять же, официального запрета покупать российский газ в Евросоюзе нет. Как Россия подготовилась к нефтяному эмбарго Европейский Союз? Россия переориентировалась на другие рынки, то есть та нефть, которая раньше шла в Европу, она была перенаправлена на азиатские рынки, прежде всего в Индию. Индия покупает российскую нефть и для себя, для внутреннего рынка, и перерабатывает ее, и потом дизельное топливо поставляет обратно в Европу. И это происходит довольно массово, благодаря тому, что Россия дает скидку на свою нефть для Индии. Индии выгодно покупать дешевую российскую нефть, перерабатывать ее и потом по рыночной высокой цене отправлять обратно в Европу. То же самое делает и Турция, и Китай, только в меньших объемах. Поэтому в основном мы просто переориентируемся на другие рынки. Основная сложность для России сейчас – это введение вот этого потолка цены на российскую нефть. Это значит, что покупать российскую нефть можно по любым ценам. И за это не будет штрафов никакому потребителю, ни Индии, ни Китаю, ни Турции. А вот перевозить нефть в танкерах можно только если эта нефть стоит в пределах потолка, не выше. Поэтому Россия на протяжении последних месяцев формировала свой флот лояльных для себя танкеров, которые не будут обращать внимание на санкции в виде потолка цены и будут в любом случае перевозить российскую нефть. Основная интрига заключается в том, что неизвестно, достаточно ли этих танкеров или нет. То есть смогут ли они перевести все объемы российской нефти или нет. То есть здесь вполне возможно, что в ближайшие месяцы нам придется сокращать объемы экспорта, но это спровоцирует рост цены, поэтому Россия предполагается, что будет зарабатывать примерно такие же деньги, как и до введения этих санкций. Российский рынок недвижимости в кризисе. Есть те, кто говорит о пузыре на рынке недвижимости. В основном проблемы созданы из-за того, что когда Центральный банк боролся с большой инфляцией, которая возникла в марте-апреле, он поднял ставку, и кредиты стали дорогими. Поэтому кредит слишком дорогой, чтобы его кто-то брал и покупал себе недвижимость. Сейчас кредитная ставка снизилась уже до 7,5% только, а в марте она была 20%. И предполагается, что в 2023 году она снизится до 4%.
то есть на докризисный уровень, то есть то, что было на начало 2022 года. И это должно решить основные проблемы со стоимостью кредита для того, чтобы можно было опять брать, в том числе ипотеку, и покупать недвижимость. Поэтому это проблема отдельной отрасли, она не способна устроить большие сложности для всей российской экономики. То есть это отдельная частная проблема. Недвижимость никогда не была центральной отраслью в российской экономике. Какой ответ может дать Россия на западные санкции? Я думаю, что Россия будет искать новые рынки сбыта, как это происходит в энергоносителях. Мы видим, что, например, есть теперь с сегодняшнего буквально дня запрет на поставки нефти в те страны, которые присоединились к коалиции стран, которые вводят потолок цены. В этом плане Россия просто будет приспосабливаться к тем санкциям, которые есть. То есть свои какие-то ограничительные меры вводить в России возможностей не так много. Такова специфика нашего участия в глобальной экономике. Поэтому угрожать кому-то какими-то санкциями именно экономическими России возможностей таких мало. Поэтому в основном мы стараемся приспособиться к тем ограничениям, которые есть. Мы уходим на азиатские рынки, мы им поставляем нефть, газ, уголь, металлы, продовольствие. Мы развиваем сотрудничество с африканскими странами, Юго-Восточная Азия, и в этом плане Россия приспосабливается к новым экономическим реалиям. Что вы думаете о руководстве Эльвиры Набиуллиной? В России было много критики Центрального банка в марте, весной, потому что западные страны заблокировали фактически половину золотовалютных резервов России. И возникал вопрос, почему Центральный банк, финансовый блок, правительство держали деньги там, в недружественных странах, если конфликт был так очевиден, почему вы вкладывались в американские ценные бумаги, почему теперь нас лишили половину наших золотовалютных резервов, которые мы формировали годами. И критики очень много было в адрес Центрального банка, но тем не менее мы понимаем, почему Центральный банк использовал инструменты сбережения денег в западных странах, потому что в нормальной ситуации это стандартный инструмент вложения государственных финансов. И если бы, наверное, руководство Центрального банка знало о внешнеполитических планах руководства страны, конечно, они бы эти деньги убрали. Но, тем не менее, вот этот режим секретности сыграл против, соответственно, на Центрального банка. Но в дальнейшем все те меры, которые приняла в том числе Набиуллина, они позволили стабилизировать экономику. То есть буквально за несколько месяцев инфляция с 20% снизилась до 15-14%, сейчас она уже около 12%, и соответственно, падение ВВП, в общем-то, произошло в разы меньше, чем ожидалось. И в этом плане, как антикризисный менеджер руководства Центрального банка, сработал довольно хорошо. Какие у вас прогнозы для российской экономики в 2023 году? Я думаю, что здесь будет дальше происходить приспособление российской экономики к новым политическим реалиям, к новым санкциям. Санкции, конечно, будут оказывать большое давление на российскую экономику и будут ограничивать ее развитие. Против России было введено более 7 тысяч санкций, и это не может не сказываться на России. Тем не менее, мы видим, что падение российской экономики значительно меньше, чем ожидалось, но оно будет растянуто во времени. То есть возможности разработки новых технологий, они ограничены. И в этом плане мы становимся зависимы от поставок из других стран. Как мы видим, другие страны тоже боятся попасть под вторичные санкции, например, со стороны США, и не все технологии и оборудование России поставляют. Поэтому, конечно, давление большое, но тем не менее все равно
предполагается, что начинается период восстановления российской экономики после санкционного удара и краха, по крайней мере, ее, или какого-то радикального снижения в 2023 году не ожидается. Профессор Игорь Юшков, спасибо большое. Спасибо.